Доброе время суток, друзья! В этом видео мы немного поговорим о портировании архитектурной геометрии в Source 1, да и во второй Source. Поехали! В качестве референса я выбрал простое для восприятия сооружение – жилой пятиэтажный дом. За свою жизнь я проводил оптимизацию как минимум нескольких сотен карт для РП-серверов, и очень часто людьми, портирующими контент до меня, совершается одна и та же ошибка или халтурное вредительство. Когда исполнитель торопится, он экспортирует модель целиком как static prop или, не дай бог, prop-динамик, не думая о том, каким последствиям это приведет. Но мы люди душные и будем разбирать некоторые нюансы. Как видно, это каркас, а не жилая локация. Но даже в таком случае нужно нарисовать гибрид брашворка и пропов, дабы на карте работала оптимизация видимости и не было больших проблем с освещением конструкции. Но прежде нужно разобрать, где вообще может быть игровая зона у такого строения. Довольно частая проблема картоделов в их чрезмерном желании заполнить все здание игровыми комнатами. И, как правило, это приводит к проблемам с FPS. А все потому, что игрок на улице рендерит у себя все помещения лицевой стороны дома. Хуже может быть только ситуация, когда дом просматривается насквозь через окна. Я даже комментировать этот подход не хочу. Так что будем мыслить более приземленно. Оптимальный вариант, когда здание имеет не более 2-3 точек обзора и 2 выхода. Парадная и задняя не попадают в видимость друг друга, как и жилые апартаменты не пересекаются слишком явно и не просматриваются с более чем 2 ракурсов. Что ж, разбирая модель на несколько частей, нужно соблюсти пару нюансов. Итак, излишнее количество мелких пропов сильнее нагрузит движок, чем одна жирная модель. Значит, разбивать нужно так пропы, чтобы они из определенного ракурса всегда были в одном кадре. Например, вот эти балюстрады. Нет смысла иметь 4 модели, если, стоя на улице, они всегда будут в кадре игрока. Но смысл может появиться, если клиент будет стоять на одном из балконов. Здесь нужно учитывать будущий геймплей и отталкиваться от того, что реально необходимо. А что будет точно необходимо, это упрощение или же отключение коллизии для такого объекта. Детализированная коллизия моделей очень сильно бьет по FPS в Source Engine. Иногда лучше выбрать просто клип-браш-геометрию. Перейдем к окнам. Когда дома являются лишь декорацией, то модели окон чаще всего расположены просто поверх плоских стен, а порой даже не имеют коллизии. Конечно, это будет уже некрасиво смотреться, когда брошенная граната проваливается сквозь меш или следы от пуль не будут видны. Поэтому недорогие треугольники – это базовый минимум. Что до того, одну модель использовать на всю стену или же, допустим, 4, есть фактор, который рекомендуется учитывать – освещение. Если на карте планируется резкий контраст света и тени, могут быть проблемы, черные модели и прочее. Да, кто-то скажет, что это легко обойти, но не стоит забывать, что попиксельное освещение тоже отнимает лимиты карты и делает ее компиляцию продолжительней. В целом, я надеюсь, моя логика вам была понятна. Для корректного просчета освещения и обрезки рендера B-бокса к мировым координатам поместим Origin в ее центр. Минусом будет то, что после компиляции она съедет в нулевые координаты, что сделает размещение пропа уже не таким удобным, но оптимизированным. Что дальше? Двери. Они сразу удаляются по нескольким причинам. Если здание рассматривается как игровая локация, то будут установлены родные калитки Half-Life 2. Но, даже если это просто заглушка, все равно реальные модели дверей окажут больший эффект погружения, чем вот эта бутафория. Крыша однозначно пойдет как целый проп-статик, тут и обсуждать нечего. А вот что является спорным, это облицовочные каркасные панели.
В пользу модели идет аргумент экономии брашей на карте, а в пользу Funk Detail геометрии гарантия правильного освещения и отсутствия мороки с коллизией такой модели. В любом случае объект требуется отделить от основного меша и после придать ему объем, если мы хотим экспортировать его как Vimeo. А подпорки логично сгруппировать в пропы. Плюс-минус все. Остальная геометрия может быть брашами. Отдельный вопрос о текстурах. Так как у модели своя развертка со своей небесшовной текстурой, есть два варианта, как поступить. Найти похожие стандартные текстуры, либо вырезать квадратный шаблон и с помощью нейросетей или программ превратить его в бесшовный материал, который для детализации можно увеличить. Когда морока с текстурами будет окончена, все можно собрать в Hammer. Так как у модели у всех общая мировая координата, то и надеть поверх геометрии все будет довольно просто. На этом Source 1 все. Source 2. Вот тут-то все проще, жаль не актуально. Для самых ленивых вариант целиком импортировать FBX модель в Model Dock, подтянуть текстуры и заспавнить как прop-статик. Но важно включить модель в систему виз-кластеров, чтобы она умела собой перекрывать видимость. Для менее ленивых здания можно разбить также на отдельные пропы, но чем они меньше, тем меньше и толку от включенных виз-кластеров. Еще один вариант – конвертировать стены в геометрию мира. Знаете, эта тема вообще достойна отдельного видео с конкретными примерами и сравнениями BSP против моделей. И я не берусь сейчас утверждать, как поступить правильней. Оставляя геометрию пропом, мы упрощаем себе жизнь. Но здесь нужно помнить о коллизии, о тенях и других важных мелочах. Но в то же время далеко не всегда конвертация поверхности в BSP даст достаточный профит взамен потраченному времени. Данная тема достойна холиваров. Ну что ж, я верую в то, что хоть чуточку, но данный ролик вам был полезен. Подпишитесь на Boosty, если хотите поддержать наш проект. Кстати, скачать уже готовый порт этой коробки спонсоры смогут оттуда. Ну а я прощаюсь до нового ролика. Удачи, тамадачи!